Здравствуйте, меня зовут Жанна. Я планирую делать операцию по ринопластике. Я решилась на данный вид операции, потому что у меня есть явная проблема с детства, со школьных лет. Я помню частые насмешки своих одноклассников, потому что у меня длинный нос, чисто школьные шутки. Конечно, это задевало как-то и по-живому, и было неприятно. А в более взрослом возрасте я начала смотреть много видеоуроков о правильном макияже, как скрыть свой нос. Но каждый день профессиональным макияжем ты не будешь заниматься, и эта проблема все равно существует. И хочется ее решить раз и навсегда. И, конечно, когда есть возможность избавиться от нее, грех не воспользоваться таким шансом. Я попадаю в надежные руки, в надежную профессиональную команду врачей, медсестр. Поэтому никаких сомнений по поводу делать или не делать операцию здесь у меня не возникает. Видя работы Олега Анатольевича, я знаю, что это доктор, который сделает операцию на высшем уровне. Присутствует какой-то маленький страх, неожиданности, возможно, предстоящего в ближайшее время самого процесса операции. Но я думаю, что мои родные, мои близкие, друзья, сотрудники Центра Грейс меня поддержат, и все будет хорошо. Предстоящая операция у Жанны вылилась в ощущение инфекции, в ощущение болезни. Обследование показало, что она абсолютно здорова. Чтобы нос как минимум перестал расстраивать, чтобы как минимум не уничтожались фотографии, человек не думал, как там повернуться, когда его фотографируют, не испытывал какой-то комплекс, когда на него смотрят, и там у него мысли не было, что я выгляжу не так, как могла бы. Чтобы эта ситуация как минимум ликвидировалась, как максимум нос должен перейти в разряд достоинств. Возможно, кому-то покажется странным участие гинеколога на этапе предоперационного обследования пациенток, которые планируют делать, казалось бы, совершенно не связанную с гинекологией операцию – блефаропластику, ринопластику или абдоминопластику. Но я хочу сказать, это полностью оправдано. Идя на операцию, безусловно, мы все рискуем. Очень часто у женщины может быть пока еще скрытый, но маленький срок беременности или какая-то неявная гинекологическая проблема, которая может стать противопоказанием для выполнения такой операции. Поэтому лучше вначале посетить гинеколога. Остановилась на том, что является оптимальным для себя. Хирург так сделал. Все. Вопросов нет. Все счастливы. И пациент в первую очередь. Они говорят, прическу поменяла, там, похудела, что угодно говорят. Влюбилась, похорошела, там, еще что-то. Но никто не понимает, что поменяла нос. Вот это есть высокий уровень. Естественность. Операция себя не выдает. Мысль о том, что я хотела бы изменить нос, она жила во мне с детства. То есть она всегда где-то глубоко присутствовала. Но мне казалось, что это даже как-то нереально, что я не решусь никогда на данный вид операции. Но когда я попала в медицинский центр Грейс и увидела, что люди действительно меняют свою внешность, и у них меняется из-за этого жизнь, я решила, что я могу сделать данный шаг, и я могу пойти на эту операцию, и я могу быть красивая, как пациенты после операции. Конечно, хочется быть красивой девушкой, уверенной в себе,
А проблема, которая существует на сегодняшний день, она не дает мне этой уверенности. Что позволяет и помогает им, конечно же, быстрее выздоравливать. Именно то, что мы сделали на 2D-моделировании, я уже могла увидеть на второй день после операции. Видно? Да. Я закінчу. Дякую, браво. Конечно, было какое-то волнение перед операцией, но оно уже было такое посредственное. Мы видели, что при уменьшении размеров носа будут очень большие избытки кожи, вот, над которыми нам придется очень сильно потрудиться, что мы сейчас как бы и делаем. Все как бы у нас идет по плану. То есть благодаря тому, что мы четко проработали все основные шаги, мы получаем тот результат, который у нас сейчас есть. Нос не болит вообще, то есть никаких болевых ощущений, то, чего я боялась, что будет болеть нос, я буду плохо себя чувствовать. Собственно, как и всегда, в нашем случае операция с Жанной прошла абсолютно стандартно, не было никаких неожиданностей, это было достаточно быстро сделано. В течение часа с небольшим мы сделали и пластическую, и внешние изменения, и функциональный этап. Я почувствовала себя более окрыленной, если можно так сказать. То, как мы делаем, как мы готовимся, как мы проводим, как мы готовим пациента к операции, как мы эту операцию проводим, гарантирует пациенту пожизненный, прогнозируемый, планируемый, нужный для него результат.